Всем привет, парни! Итак, в этом видео хотелось бы с вами обсудить очень больную тему о том, что 4060 Ti просто очень не понравилось техноканалам. И все эти 8 линий, вы знаете, истории, то, что производительность на уровне прошлой 3060 Ti, и вообще это самая провальная видеокарта в истории и все такое. И мне, честно кажется, так плохо отзывались о 4060 Ti по двум простым причинам. Ну, во-первых, именно 4060 Ti не привезли в Россию для техноканалов, как это было раньше. И если вы заметили, ни один блогер, в том числе и я, не выпустили вовремя обзоры на 4060 Ti в России, и это тоже в какой-то степени разозлило, скажем так, блогеров, плюс они еще насмотрелись хайповых видео американских о провальной 4060 Ti, и в общем понеслась по кочкам, но по факту мало кто из обзорщиков вообще держал видеокарту в руках. Все снимали обзоры на обзоры из зарубежных каналов. Но я, знаете, поставил перед собой цель, я давно хотел уже и ждал именно 4060 Ti, и поэтому решил купить ее на Озоне. И это будет, так сказать, обзор пользователя, а не виртуальное мнение, основанное на зарубежных сайтах. Сейчас же конкретно цена на 3060 Ti и 4060 Ti буквально уравнялась. Это если сравнивать модели от одной компании, а не подвальные 3060 Ti за копейки с AliExpress, привезенной серым импортом, против брендовой с документами. Нет, в общем, теперь можно спокойно сравнивать эти две видеокарты между собой, но поначалу 4060 Ti стоила, если помните, больше на $100, чем 3060 Ti, то есть на 100 баксов больше, и это прям выбешивало блогеров, они сходили с ума, но новинка всегда стоила больше на старте, а сейчас цена уравнялась. Итак, давайте не будем с вами влить эту воду в тысячный раз, лить эту воду, бубнеть про 8 линий PCI Express, 128 бит, очень мало 8 VRAM видеопамяти, все это просто сухие цифры, и по факту нужно сравнивать прошлое поколение 3060 Ti против 4060 Ti именно в реальном времени один в один. Но, что самое важное, очень буквально крайне редко упоминается в виртуальных обзорах, это ключевое преимущество и по сути то, ради чего я и взял 4060 Ti. Верно, речь идет про поддержку DLSS 3.0 и построение кадров через DLSS. Именно это умеет только 4000 серия видеокарт, и это то, ради чего и стоит покупать 4060 Ti. Да, разница без DLSS там между 3060 Ti и 4060 Ti не больше 10%, тут буквально не стоит даже и сравнивать, это никому не интересно, кроме дотеров. Но если речь идет о проектах, скажем так, новинках, там все эти, то есть киберпанки, там, не знаю, Dying Light вторая часть или Atomic Heart, я уверен, даже Stalker 2 будет тоже поддерживать генерацию кадров DLSS 3.0, и именно под новинки и стоит смотреть в сторону 4000 серии, только по этой причине. В моем случае видяха имеет 3 вертушки, всего, внимание, один обычный коннектор питания на 8 пин, и съедает при этом видеокарта не 200 Вт, как 3060 Ti, а примерно 150-155. Тестировать я буду все на своем компьютере с i5 13600K и 32 оперативы DDR5, и тестировать я буду исключительно на ультра 2К с лучами с включенным DLSS и генерацией кадров против 3060 Ti. Еще раз повторюсь, меня не интересуют тесты сухой производительности без DLSS и построения кадров. Я менял конкретно 3060 Ti на 4060 Ti только ради DLSS 3.0, то есть новой технологии против старых. Однако сперва, друзья, немножко полезной информации для зрителей, и потом уже с вами вернемся к теме нашего видео. Друзья, хочу рассказать вам о крупном маркет-сервисе shopos.ru. И это не обычный маркет электроники и техники, а это проверенный лично мною международный сервис по доставке товаров из США, Европы и Объединенных Арабских Эмиратах. Shopos работает с 2009 и за это время накопили очень большой опыт в международной логистике и таможенном оформлении различных товаров. За доставкой в Shopos обращаются более чем из 30 стран мира, основные из которых Россия, Казахстан, Молдова, Узбекистан и так далее. Все сотрудники Shopos профессионалы высочайшего уровня со знанием своего дела. Владельцем сервиса является американская корпорация Shopos Corporation в штате Невада, США. И вот я тоже решил проверить, как работает сервис, и заказал себе и жене различные товары, и через 2 недели, ну возможно 2,5, ко мне приехали посылочка, в которой я купил контроллер для приставки Xbox, также кроссовки Reebok для жены, которые не купи сейчас просто так, и еще я купил наушники Sony MX5, самая последняя модель. Вот за все это я заплатил 700 баксов, и товары приехали полностью оригинальные, новые, запакованные. Я не скажу, что цена значительно ниже, чем, например, покупать на сером рынке, скажем, там через Авито и так далее, но есть модели продажи через Shopos заметно дешевле на сайте во время, скажем, распродажи, и также
также есть весьма редкие товары, которые продаются только в США или в Европе. Например, коллекционные товары – это вообще большая редкость. Однозначно советую проверенную мною лично сервис, переходите по ссылкам в описании и выбирайте все, что вам интересно при помощи shopos.ru. Всем советую. Ну а мы вернемся к теме нашего видео. Итак, друзья, начнем тестировать и сравнивать 4060 Ti против 3060 Ti, и первым делом закинем Ведьмак 3. Что ж, выставляем все настройки на запредельный плюс, настройки в 2К с включенным DLSS в режиме баланс. Все эти эффекты тоже включены, все по-честному, но на 3060 Ti, напомню, не работает опция построения кадров или генерация кадров через DLSS. Это может только с 4060 Ti. И вот с такими настройками 3060 Ti выдает, ну, в среднем, скажем так, 45, возможно 38 FPS с просадками, что явно далеко еще до заветных 60 кадров. Да, результат не самый худший, признаемся, однако просадки местами до 38, ну, не очень, скажем так, приятные. Окей, значит, зафиксировали эти 38-45 кадров, и теперь вставляем в ПК 4060 Ti и включаем все те же самые настройки на запредельных плюс с включенным DLSS баланс в 2К, но теперь у нас наконец-то, заметьте, появилась опция построения создания кадров через DLSS, и ее обязательно с вами включаем. Эта опция была недоступна, напомню, на 3060 Ti, и на 4060 Ti она делает немыслимый скачок фреймрейта от 70 с копейками до 90, что примерно в 2 раза или на 100% быстрее, чем 3060 Ti. И да, я знаю, эти песни про задержки, невероятные задержки от включения построения кадров через DLSS и так далее. Эту историю я лично проверял уже 1000 раз, и поверьте мне, задержка буквально минимальная. Крайне важно, например, именно задержка, например, в сетевых шутанах типа там CS или Dota, танки, там буквально тайминги крайне важны, потому что это, ну, как бы, ну, такая, скажем, киберспортивная дисциплина. Не знаю, в общем, но в синглплеере, вроде там Ведьмака или Киберпанк, там на прохождение, это абсолютно нивелируется. И задержка, я бы не сказал, что она прям, знаете, невероятно мешает, ее по сути еле замечаешь. И она там в десятки, не знаю, там в сотни раз меньше, чем задержка, например, при запуске облачных сервисов, типа там GFN или Xbox Cloud и так далее. Вот там, поверьте мне, реально чувствуешь именно задержку. А тут это просто такая себе, ну, смешная, и при этом увеличение FPS происходит буквально в 2 раза. Это очень важно. Магия – это место силы. Окей, друзья, едем далее. Теперь закинем Киберпанк на ультра с лучами в 2К и DLSS на видяхе 3060 Ti. И как видим, у нас, значит, в целом нормальный такой фреймрейт от 48 до 55. Это хороший действительно результат и достойный уважения. Все же стоит признать, но 3060 Ti все еще серьезная видеокарта. Но эта серьезная видеокарта была удачной до появления 4060 Ti и DLSS 3 версии. И вот с теми же настройками, с самыми настройками на ультра в 2К, но с включенной генерацией кадров, 4060 Ti буквально отрывается на 80% и выдает от 80 до 100 FPS. Еще раз вдумайтесь, Киберпанк на запредельных с лучами на ультра в 2К 90-100 кадров в Киберпанке. Это очень высокие требования. И при этом съедает видеокарта 155 Вт против 200, и температура просто смешная, там 60 градусов с копейками, ну там 64-65, возможно чуть-чуть больше. И это далеко не самая топовая видеокарта среди 4060 Ti, это вообще одна из самых дешевых версий. И возникает вопрос, а что выберет зритель в данном случае? 3060 Ti и 50 кадров, но зато без минимальных там каких-то выдуманных задержек, на которые просто наплевать в сюжетных проектах, или выберет, например, за эти же денежки 4060 Ti современную с меньшим потреблением ватт и при этом получит 90-100 кадров против 45-55. То же самое и насчет Dying Light вторую часть, именно там, где везде есть нестабильный 60 FPS и скачет там, ну скажем, 55, 50, 60, именно там как раз 4060 Ti и ее DLSS 3 версии и выдает 80-90 FPS, что сразу покрывает, то есть с большим запасом, недостающие просадки до 50, 60 и так далее. Это абсолютно видно на вашем экране.
В общем, все, что бы я не запустил из новинок на 20, то есть в 2023, это там Dying Light, Cyberpunk, там Ведьмак 3, возможно, еще там, не знаю, Forza 5, там Atomic Heart, все буквально везде в крупных проектах будет внедряться построение кадров через DLSS 3.0, и это будет буквально повсеместно. Diablo 4, Stalker 2, Гарри Поттер, что там еще будет, не знаю, в будущем. Ну, короче, все новинки, что выходят на серьезном бюджетном уровне, все они будут иметь поддержку новых технологий RTX 4000 серии. И если у вас имеется Full HD или там 2К монитор, то вам вполне хватит мощностей 4060 Ti для стабильных 60 FPS в любом проекте на ультра в 2К с лучами и так далее. Просто, понимаете, нет смысла брать сегодня уже 3060 Ti, если есть за эти же денежки 4060 Ti, что может значительно больше именно с DLSS. Если же у вас уже имеется 3060 Ti, то, как и в моем случае, есть смысл переходить на 4060 Ti только если планируете использовать построение кадров или генерацию кадров в AAA проектах с трассировкой и прочее. Вот там действительно вы получите от плюс 80 до плюс 100% прироста с Frame Generation. Вот именно это меня и удивило, что техноканалы не рассказывают про эту уникальную особенность 4060 Ti и буквально просто замеряют видеокарту в каких-то там, не знаю, Counter-Strike или там танках, и там, конечно, на какие-то там 10% быстрее 4060, чем старая 3060 Ti, и при этом стоило на старте обзоров 4060 Ti на $100 больше. Конечно, это вызывает какой-то, не знаю, там истерику, хотя суть 4060 Ti вообще не в этом. Я уже объяснил в этом видео, для чего мне конкретно нужна, и вообще люди покупают 4000 серию не за 8 линий PCI Express и не за 128-битную шину памяти и так далее. Все это абсолютно чепуха. Истинную причину я озвучил. Просто тестировать надо не в Counter-Strike 10-летней давности и не в танчиках. Я считаю, что 4060 Ti отличная видеокарта, вполне удачная, но если использовать ее, еще раз повторюсь, правильно, именно в современных проектах. В остальном случае она вам просто не нужна. Если вы любите там Counter-Strike, Dota, и вам хватит для этих задач, ну, просто, не знаю, выше крыши 3060 Ti. Вот и все. Надеюсь, вам я понятно объяснил своим зрителям. Всем еще раз я желаю не болеть, и спасибо, что смотрели это видео. Увидимся уже очень скоро. Всем удачи и пока-пока.